Я всем привет, привез, короче, вот такой вот лего кирпич. Хочу сделать мангальную зону своими руками. Без раствора все это дело укладывается, и цена очень недорогая, если покупать готовую. В общем, переносили этот кирпич сюда. Здесь у меня, я летом мангальчик ставлю вот такой вот, когда дождя нету и так далее. Хотел здесь сделать мангальную зону, сделать козырек, но зимой здесь снег через забор кидаем, поэтому неудобно будет. Решил делать это все в беседочке. Здесь у меня как летняя кухонька такая. Тут жена белье сушит. Вот, а вот это место у меня под мангал было. Естественно, вот это вот я городил ерунду колхозную. Это все будет убираться. И буду вот в этом месте собирать мангальную зону. Вот так вот накидал примерно по контуру, как у меня все это дело будет. Здесь будет мангальная зона, а здесь у меня будет либо под казан выход, либо столешница. Ну и вот эти вот остатки, обрезки, потом тоже посчитаю, сколько мне их надо, и сделаю. Самое главное, чтобы идеально ровная была поверхность, куда устанавливается вот эта мангальная зона. И тогда не нужно ее ничем склеивать, она будет стоять довольно надежно под своим весом. Вот. А если вам нужно потом ее расширить, либо куда-то перенести, ее очень легко будет разобрать. В этом ее плюс. Так, вот, друзья, прошло полчаса работы. Собрал вот такую вот, можно сказать, такой каркас. Кирпич еще сыроватый, только сегодня купил, не до конца, видимо, просох. Вот так все это дело смотрится. Чтобы вот эти углы укрепить, вот этот угол мертво стоит, потому что здесь два кирпича сделано. А эти углы маленько могут шататься. Я вот сюда сейчас вставлю трубу, просто вставлю трубу, 57-ю либо 60-ю, не знаю, надо замерить до конца. И все, угол будет жестко. И вон туда. Так, вот 60-е трубы. Сейчас до конца просунуть. И можно укрепить все это дело просто трубами в торцах. А можно повтыкать арматуру и залить бетоном. Тоже неплохой вариант. Вот такая, ребят, конструкция получается. Смотрите, решил мангал крепить на вот такие вот уголки. Просто засверлился в 3 местах, уголок прикрутил с этой стороны и с этой стороны. Все, а теперь сюда кладем лист металла. Чуть-чуть, вот. Примерно вот так вот это все будет выглядеть. Вот здесь у меня был коротенький лист металла, до конца не хватает, поэтому я его сварочкой в 3 местах здесь прихвачу, в 3 местах тут прихвачу. Ну а затем сейчас вот сюда выкладу бортик, также из кирпича, и приклею его на термостойкий герметик. Ну а дальше уже соберу стены. Вот практически финал. Вот так все это дело выглядит. Мангал поставил, чтобы мне примерно ориентироваться. Самое сложное в этом строении — это только пиление кирпича на 2 части, потому что где-то нужны половинки. Итак, столешницу сделал из 12-й ОСБ плиты. Нашел старый кусок, вот он у меня валялся где-то в краске испачканный и так далее. Приклеил его на герметик кирпича, держится очень хорошо, не оторвать. И сейчас буду на него клеить кафель. Вот приготовил, тоже оставались старые кусочки кафеля. Ну, и, естественно, чтобы не выбрасывать, все пускаю в дело. Ну и чтобы не покупать отдельно. Кстати, замазал вот эти отверстия на этих кирпичах, которые тоже приклеил герметиком. Держатся мертво. Вот сейчас чуть-чуть подсохнут. Я вот здесь маленько зашкурю, чтобы это все ровненько было, красиво.
Вот так все это дело выглядит. Осталось только дождаться, когда клей высохнет, и сделать затирочку. Вот и все. Следующим этапом буду устанавливать вытяжку, то есть купол для вытяжки и трубы. Буду делать выход на крышу. Две таких трубы тоже у меня старых завалялось, из нержавейки на 150. Заказал еще канальный вентилятор на всякий случай, если вдруг вытяжка справляться не будет. Ну вот, в принципе, и все. Мангальная зона готова. Установил вот такую вот вытяжку. Заказал на Озоне за 5000 рублей. Труба была у меня из нержавейки. Также прикупил вот такой вот вентилятор. Стоит 1100 рублей на Озоне. На 150-ю трубу 40 ватт. Вот он из нержавейки, полностью металлический. Предназначен как раз для мангальных вытяжек. Вещь классная. Вот, в принципе, и все. Получается столешница. Для мангала полочка. И вот здесь можно уголь, дрова и так далее складывать, всякое барахло. Так что, ребят, за день реально сделать вот такую вот мангальную зону из лего-кирпича без раствора. Просто все собрал, если нужно, его без проблем можно разобрать и переставить в другое место. Как вам такая идея, напишите в комментариях.